Первые 4 недели беременности. Беременность в медицине считают с первого дня последней менструации. Такой срок называется акушерским. Фактическая беременность наступает примерно через 14 дней, в момент слияния яйцеклетки со сперматозоидом. Первая и вторая неделя беременности. На первой неделе происходит менструация. Матка очищается и подготавливается к возможной беременности. На второй неделе в середине менструального цикла происходит овуляция. Овуляция является обязательным условием для наступления беременности. Таким образом, в течение первых 2 недель акушерского срока женщина фактически еще не беременна. Во время овуляции один из яичников выпускает зрелую яйцеклетку. Яйцеклетка попадает в фаллопиеву трубу, где ожидает оплодотворения. Период ожидания длится от 24 до 48 часов. Большинство женщин не ощущают выраженных симптомов овуляции. В некоторых случаях могут наблюдаться слабые боли внизу живота со стороны яичника, в котором созрела яйцеклетка. Также возможны слизистые выделения, по консистенции напоминающие яичный белок. Такая среда облегчает движение сперматозоидов к яйцеклетке. После проникновения одного сперматозоида в яйцеклетку оплодотворение считается завершенным. Яйцеклетка становится недоступной для других сперматозоидов. Оплодотворенная яйцеклетка начинает перемещаться в полость матки и прикрепляется к ее стенке. Этот процесс называется имплантацией. Имплантация происходит на сроке от 6 до 12 дней после оплодотворения. В этот период возможно имплантационное кровотечение, которое может быть принято за начало менструации. После имплантации клетки начинают активно делиться. Внешний слой клеток формирует плаценту. Через плаценту эмбрион будет получать кислород и питательные вещества. Внутренний слой клеток развивается в будущего ребенка. Плацента начинает вырабатывать гормон хорионический гонадотропин человека, сокращенно ХГЧ. Этот гормон определяется тестами на беременность. На 4-й неделе уровень ХГЧ только начинает повышаться, поэтому для раннего определения беременности рекомендуется использовать высокочувствительные тесты. Ощущения женщины на 4-й неделе беременности. К концу 4-й недели беременности в организме женщины начинают проявляться первые субъективные ощущения, связанные с гормональными изменениями. На этом сроке могут появляться тошнота, частые позывы к мочеиспусканию, сонливость, боли в спине, головные боли и повышенная чувствительность молочных желез. Эти симптомы связаны с ростом уровня гормонов беременности и являются вариантом нормы. Возможны изменения частоты сердечных сокращений. У некоторых женщин отмечается ощущение учащенного пульса. Температура тела может повышаться до уровня от 37 до 37,4 градуса. Такое повышение температуры связано с действием прогестерона и при отсутствии других симптомов заболевания не требует лечения. В организме происходят гормональные изменения. Увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Объем циркулирующей крови постепенно растет. К концу беременности он увеличивается примерно на 40–50%. Развитие эмбриона на 4-й неделе беременности. К концу 4-й недели беременности эмбрион имеет размер макового зернышка. Его длина составляет около 2 мм. Несмотря на крайне малые размеры, в организме эмбриона уже происходят важнейшие процессы развития. Пол ребенка, а также цвет глаз, волос и кожи определяются с момента зачатия на генетическом уровне. Пуповина начинает функционировать и обеспечивает эмбрион кислородом и питательными веществами. Плацента находится на стадии активного формирования и постепенно берет на себя функцию обмена между организмом матери и эмбрионом. На 4-й неделе происходят 2 ключевых процесса эмбрионального развития. Первый процесс – формирование нервной трубки. Из нее в дальнейшем развиваются головной мозг, спинной мозг, позвоночник и вся нервная система. Нарушения формирования нервной трубки могут привести к серьезным врожденным патологиям. Именно поэтому в этот период особенно важен прием фолиевой кислоты в рекомендованной дозировке. Второй процесс – формирование двухкамерного сердца. К концу 4-й недели сердце эмбриона начинает сокращаться. На этом сроке его невозможно визуализировать или зарегистрировать при ультразвуковом исследовании из-за очень малого размера. В большинстве случаев женщина узнает о беременности именно на 4-й неделе.
При внимательном наблюдении за состоянием организма первые признаки могут быть замечены еще до задержки менструации. Ссылку на видео, в котором подробно рассказывается о ранних признаках беременности, можно найти в описании. В этот период особенно важно заботиться о своем здоровье и соблюдать рекомендации специалистов. Желаем вам спокойной, легкой и благополучной беременности. До встречи в следующих видео.